течение 30 лет власть привыкла воспринимать вообще правозащитную деятельность как политическую деятельность. Понимаете? Вот и все. Без разницы, что вы отстаиваете. Даже если вы экологический активист, но делаете жесткие заявления касательно того, что необходимо систему менять, там, судебную, правоохранительную и так далее, вы уже относитесь к категории политического активиста. Все, что касается изменения системы на глобальном уровне, либо на уровне отдельных элементов, с точки зрения власти, это уже политически мотивированное дело. Понимаете? Когда в чем-то обвиняют конкретного представителя власти, это уже политически мотивированное дело. Потому что вы обвиняете не этого только человека, но и всю систему, которую представляете. Вот в чем израильское понимание вообще понятия правозащитной деятельности в Казахстане со стороны власти. Они не рассматривают правозащитников в качестве партнеров, которые, в принципе, помогают создавать сильное правовое государство. Они чаще рассматривают их в качестве врагов, противников, некой занозы, которая все время мешает им удобно сидеть. Понимаете? Вот, я думаю, ответ на этот вопрос. Еще раз повторю, все, что связано с правозащитной деятельностью, власть рассматривает как синоним слова политика. Политика. Здесь нужно учитывать специфику менталитета и мышления, да, представителей власти. То есть это не шахматисты, понимаете, которые просчитывают все свои ходы. У них работает очень простая такая, знаете, как у Павлова, да, рефлексия. То есть на любое действие, которое не соответствует системе, нужно тут же быстро предпринимать жесткое противодействие. Вот, потому что сегодня вы занесли эти брошюрки, завтра вы туда придете с плакатами. Понимаете, ведь логика у них очень простая. Поэтому им нужно наказать вас сейчас. Вот пока в виде такого предупреждения, но они же не поняли, что в принципе тем самым нарушают определенные, скажем так, и ваши права как общественной организации, и определенные конституционные нормы. Но здесь тоже нет ничего удивительного, потому что у нас же, честно говоря, вот опять же вопрос, когда говорит о том, как бы о правовых наших взаимоотношениях. Знаете, в стране, где Конституцию все время использовали как прикрытие, фиговый листик, да, вот, для власти, понятно то, что если уж основной закон государства не является основополагающим для самой власти, то она может спокойно игнорировать интересы и права простых людей, потому что над ними никто не стоит, ничто не стоит. Понимаете? Вот. Все те, кто идут против системы, они властями уже воспринимаются как инородное тело в этой системе. Понимаете? То есть их могут по-разному, разные ярлыки на них наклеивать, в том числе ярлык экстремиста. Вот. То есть все зависит от степени активности, радикальности озвученных требований либо действий. Вот. Но в этом состоит и серьезная проблема, потому что когда власть обвиняет правозащитников либо гражданских активистов в экстремистской деятельности, она сама себя загоняет в определенную ловушку. Потому что для простого человека возникает вопрос, то есть получается реальный экстремизм, там, экстремист, представляющий угрозу там, террористической организации, и правозащитник, которого тоже обвиняют в экстремистской деятельности. То есть получается для власти это два человека, одинаковые с точки зрения опасности для государства. Здесь логика. Хотя этот человек защищал права человека, то есть как правозащитник, а этот человек хотел убить других людей. Понимаете? То есть вот эта каша в дефинициях, она просто-напросто создает для самой власти серьезные, скажем так, проблемы вот с точки зрения восприятия общественностью. Вот. И потом, опять же, нужно ведь исходить из того, что для власти важно постоянно здесь, в Казахстане, создавать некий такой образ угрозы, с которыми она борется, понимаете, ради интересов простых людей. То есть там борется с экстремистами, борется там с криминалом каким-то, борется там с людьми, которые тут оранжевую революцию хотят затеять, понимаете, да? Но я, знаете, как-то уже пошутил у Вадика Борейка, то, что у власти возникла большая проблема. Ковид сам выступил главным оппозиционером власти. Его в тюрьму не посадишь, понимаете? Этот ковид, по-моему, самый идеальный оппозиционер, потому что он вывел все эти пороки власти на весь мир. И власть не знает, что с ним делать, потому что, как бы, это же ковид. С точки зрения логики политической системы, ей опасно создавать какие-то шлюзы, которые позволяли бы выходить за пределы Казахстана, там, как можно больше разных информаций касательно нарушений прав человека. Вот. Более того, создавать прецеденты, когда в Казахстане при нарушении прав человека те или иные государственные органы встают на защиту этого человека при реализации уже принятых решений. Потому что если это произойдет, то тогда в Казахстане будет целый вал таких заявлений, обращений со стороны граждан страны
Естественно, что для казахстанских властей это невыгодный сценарий, потому что это будет бить по ее имиджу. И по имиджу Казахстана, как государства, где вроде бы с правами человека более-менее хорошо. Вот. Ну и потом, опять же, понимаете, если вы сказали А, то вы должны сказать Б. Власть почему боится делать какие-то серьезные политические изменения, а это тоже политические изменения? Потому что если она сделает первый шаг, то тогда она боится, что общество будет требовать следующие шаги. Понимаете? То есть вы, значит, сделали это же как цепная реакция, эффект домино. Одно тянет за собой другое. Приведу два судебных процесса. Первый по Максу Бакаеву, где я готовил политологическую экспертизу по просьбе родственников и адвокатов для судебного процесса. То есть абсурдное было обвинение, это понятно, я в политологической экспертизе это отметил. То есть если даже взять ее как основу, то никаких оснований для того, чтобы его в чем-то обвинять, не было. Потому что там доходило до такой абсурдного обвинения, то, что его обвиняли в разжигании социальной розни за критику чиновников, представителей власти. То есть получается то, что представители власти, чиновники себя относили к отдельному сословию, что глупо. Или даже к отдельной социальной группе, если речь идет о социальной группе, это тоже глупо. Это никакая не социальная группа, это профессиональная группа. Вот, то есть там много теоретических было выводов, но и сделано. Но и к чему это? Власть, она в любом случае активистов посадила в тюрьму. Она посадила в тюрьму, и опять это было сделано демонстративно. Почему? Потому что власть четко делит активистов тоже на несколько категорий. Понимаете? То есть Макс Бакаев для нее был опасен, именно потому что это был первый человек, активист с хорошей репутацией, грамотный, все-таки юрист, вот, который смог создать вот эту волну протестную на общегосударственном уровне. Понимаете? Более того, он, в принципе, показал, что один человек или группа людей могут раскачать ситуацию в стране. И более того, я опять же получил как бы вот от адвокатов определенные там видео, связанные с его уголовным делом. Было очень ярко, четко продемонстрировано, что вот эти все страшилки власти о том, что представители гражданского общества, активисты, все они сторонники хаоса, политической дестабилизации. Вот посмотрите, что происходит в Украине, там, в Сирии и так далее. Все это не стоит выеденного яйца, потому что те же самые митинги, где участвовал Макс Бакаев, проходили очень цивилизованно. Вот даже там, где он выступал с призывами соблюдать порядок и нейтрализовывать всех провокаторов, то есть это был очень четкий, ясный сигнал того, что в Казахстане гражданского общества, оно созрело для того, чтобы брать на себя ответственность, понимаете? И власть это испугала, поэтому и наказание было соответственно. Вот. Есть другая категория активистов, которые власть наказывает, но не на полную катушку. Ну, с точки зрения, знаете, такого психологического давления. То есть напугать, там, показать какой-то прессинг определенный эмоциональный, вот, с расчетом на то, что человек, если не уйдет с этого поля, то будет более, скажем так, менее активным. Вот. Поэтому, опять же, и потом еще, все-таки с приходом Токаева мы видим, сейчас они немножко опасаются создавать громкие прецеденты с посадкой, скажем так, людей за те или иные убеждения, хотя это все равно происходит. Но если взять даже по Альнуру Ильяшу, это второе дело, где я также писал политологическую экспертизу по просьбе родственников и адвокатов Альнура Ильяшева, ведь вот этот общественный резонанс большой, который был по поводу его дела, он привел к тому, что ему дали, да, 3 года, но в тюрьму не посадили. То же самое Асиату Лесова, да, то есть опять же большой резонанс мы видим. То есть власть, с одной стороны, начинает немножко опасаться, скажем так, применять более жесткие методы по отношению к тем, вокруг которых сплачивается значительная часть гражданского общества. Понимаете? Вот в чем была проблема других активистов, что не все их поддерживали. Вокруг них не создавали вот этот блок защиты мощный, к которому подключались бы и юристы, и политологи, и представители там даже абсолютно не политических сегментов и так далее. У Альнура Ильяшева так было, у Асиату Лесова так было. Если бы сейчас у Макса Бакаева был бы судебный процесс, я думаю, был бы такой же мощнейший резонанс, и я думаю, может быть, его и не посадили сейчас, на данный. С изменением вот этих определенных внутриполитических, скажем так, вот условий. Вот. Поэтому я думаю, что проблема, очень долгая проблема вообще гражданского общества состояла в том, что разные его сегменты, они часто действовали самостоятельно, не консолидируясь. Понимаете? Для власти это было очень удобно, потому что власть по отношению к внешним игрокам всегда монолитна, вот, и к внешним угрозам.
чего не скажешь, например, по отношению к гражданскому обществу. То есть мы видели, что, например, вот одно СМИ давят, репрессируют, другие не поддерживают. Нету корпоративной солидарности. То же самое касается журналистов. Вот на этих журналистов завели уголовные дела, но другое журналистское сообщество активно не поддерживает, не создает группы, не... То же самое касательно политических активистов и так далее. Понимаете? Вот. На своем уровне мы пытаемся, скажем так, реагировать, по крайней мере, вот некоторая категория или группа политологов, да, которые в любом случае связаны давно уже с точки зрения политического анализа, реагировать на те или иные ситуации, где идут явные, скажем так, абсурдные обвинения, и участвовать в тех или иных процессах, когда это просит сторона, вот именно потерпевшая. Вот. Но я лично раз убеждаюсь, что такую поддержку не всем будет получить, понимаете? Вот. Вот если будет действительно очень мощная консолидированная позиция по любому делу, не обязательно резонансному, даже не очень громкому, но где идут нарушения прав человека, и если вокруг этого человека либо группы лиц будет объединение значительной части гражданского общества, у власти будет меньше возможностей оказывать давление, понимаете? Даже если давление будет, то не в той степени, как она хотела. Учитывая тот факт, что во время суда над Максом Бакаевым, по сути, были проигнорированы все доводы со стороны защиты касательно невиновности. Вот. В деле с Альнуром Ильяшевым была примерно похожая ситуация, но из-за того, что были использованы разные информационные каналы, потому что кроме того, что я участвовал в онлайн-суде, также мы выступали в социальных сетях на разных площадках по этой теме, для того, чтобы расширить аудиторию, чтобы она знала, что происходит. Вот, то есть вот в этот раз, конечно, информационный выхлоп был мощный. И я думаю, это была одна из причин, почему власть решила отступить, пойти на попятную, понимаете? Вот, вот в случае с Альнуром Ильяшевым сам факт того, что он не оказался в тюрьме, является определенной победой именно гражданского общества, я считаю. Вот. Что касается случая с Максом Бакаевым, там был более мощный прессинг скажем так, на всех участников земельных митингов. И там, опять же, если посмотреть на, знаете, вот даже на информационную мощную волну, кроме того, что адвокаты участвовали, родственники, я участвовал как политолог и другие, скажем так, участники этого процесса, не было все-таки вот этой мощной консолидированной позиции вот, со стороны гражданского общества именно для того, чтобы отстоять и вытащить его. Вот. Ну и потом, я думаю, скорее всего, нужно исходить из того, что тогда все-таки еще Назарбаев был президентом, и тогда установка была чисто его. Вот, то есть, ну, такая привычная. Никаких переговоров, никаких послаблений, вот, по максимуму. Я думаю, что вот этот фактор силовой, он тогда доминировал сейчас больше. Тогда больше доминировал, чем, например, сейчас. Сейчас он тоже есть, но, по крайней мере, еще раз повторю, проблема Токаева состоит в чем? С прошлого года у него же проблема с легитимностью определенно есть. То есть скандальные президентские выборы, они как бы создают для него определенную проблему, потому что часть общества его не считает легитимным президентом. То есть он легальный в рамках Конституции, как власть это подает, но с точки зрения легитимности он пытается легитимность получить, понимаете? Чтобы получить эту легитимность, ему необходимо, скажем так, не вступать в жесткую конфронтацию с обществом. Поэтому по определенным резонансным делам власть идет на уступки опять для того, чтобы не ударить по и так невысокой легитимности президента. Вот, я думаю, это тоже ситуация отличается от того, что было при Максиме. В 2016 году тогда еще Назарбаев был президентом, сейчас Токаев. И вот этот момент, он тоже очень важен с точки зрения того, что для Токаева сейчас необходимо где-то в какой-то степени ослаблять хватку по отношению к тем или иным делам. Но знаете, здесь опять же нужно исходить из того, что власть, она пытается, скажем так, навязать свои правила игры в судебных процессах. Она любит проводить филологические экспертизы с аффилированными экспертами, политологические экспертизы со своими аффилированными экспертами. Вот. Естественно, что сторона защиты, она в противовес предлагает своих специалистов с научной степенью, что немаловажно, потому что часто тех, кого власть предлагает, это люди абсолютно неизвестные в научном сообществе, не имеющие даже научных степеней в той сфере, где они дают экспертизу. Но вот в деле Альнура Ильяшева есть определенное отличие от того, что было, например, в деле, может быть, Макса Бакаева. Вот касательно Альнура Ильяшева, там ведь был тоже создан определенный пул адвокатов и юристов, довольно известных, и правозащитников, да, вот, которые вместе объединились,
вот, и активно, скажем так, работали на стороне защиты. Это тоже было, например, для меня очень интересный показатель. Я такого не наблюдал по отношению к другим активистам. То есть там Виталий Воронов выступал, Таир Насханов адвокат, еще несколько адвокатов, там Джемис Турмагомедов подсоединилась тоже. То есть как бы вот получается такая группа, понимаете, людей, которые на публичном поле известны, информационном, и с точки зрения юридической практики известны. Вот это интересный был момент вот в случае с Альнуром Ильяшиным. То, что может быть похоже на ситуацию в России. Вот. Но, опять же, давайте исходить из того, я в самом начале нашей беседы говорил о порочности нашей судебной системы. То есть на власть трудно давить доводами и логикой, когда там есть определенная политическая установка. Понимаете? Я так понял, на власть определенное давление может только оказать мощная информационная волна, которая возникает вокруг тех или иных дел. То есть, понимаете, когда дела проходят келейно, в таком узком кругу, у власти больше возможностей это развязывает им руки, чтобы выносить те или иные решения в свою пользу. Понимаете? Когда возникает какой-то мощный информационный резонанс по тому или иному делу, тем более, когда подключается широкий круг не просто там общественных деятелей, гражданских активистов, но и юристов, вот, которые, ну, они не позиционируют себя как оппозиционеры, там, радикали и так далее, но когда они подключаются к этому процессу, то есть власть начинает понимать, что, в принципе, ситуация у нее выходит из-под контроля. Понимаете? Вот. Я думаю, это вот важный и интересный момент. Многие судебные процессы по отношению к правозащитникам, гражданским активистам, они политически мотивированы. Если это политически мотивированный процесс, то никакая логика там не работает. Понимаете? Вот в чем особенность Казахстана. Опять же, я скажу из своего опыта. Потому что те же самые политологические экспертизы я не с потолка беру. Я опираюсь на серьезные теоретические исследования, на определенный международный опыт. То есть сама по себе политологическая экспертиза требует довольно большое время, чтобы ее подготовить. Вот. То есть это не просто там один листик бумажки, да, где какие-то там пишутся аморфные размышления о том, что человек не виноват. Нужно обосновать, почему, опираясь на определенную теоретическую методологическую базу, что, кстати, требуется во время судебного процесса. Понимаете? Те же самые доводы адвокатов и так далее. Вот даже в деле с Альнуром Ильяшевым, например, вот обвинили его в том, что он нарушал общественный порядок во время ЧС, то, что это создавало угрозу для личности, общества и государства. Вот. То есть я тоже задал вопрос, а по каким индикаторам вы определили, что он создал угрозу для государства, для общества? Какие индикаторы? Ну давайте хорошо возьмем его посты. По каким индикаторам вы определяете, что этот пост, набравший там 10 голосов, создал угрозу для государства, а этот пост, набравший 100 голосов, не создал, например, да? То есть по содержанию, ну видите, та же самая филологическая экспертиза вот со стороны защиты тоже не выявила никаких там нарушений, экстремистских призывов, ничего не было. Индикаторов нет, властям опасны индикаторы, понимаете? Четкие, конкретные цифровые индикаторы. Но даже когда они будут предоставлены, если это политически мотивированный судебный процесс, власть целенаправленно будет это игнорировать. Потому что это будет в любом случае бить по ее установке определенной. А установка, видите, у нас же как судебное решение выносится еще задолго до суда. Это же особенность Казахстана. Но другой момент, что если, опять же, вот в деле, например, с Максом Бакаевым, я публично тоже выставлял свою политологическую экспертизу, да, говорил, что вот, в деле с Альнуром Ильяшевым. Почему? Чтобы общественность видела, в чем его обвиняют, в чем абсурдность обвинений, почему они не правы. То же самое, опять же, понятно, что у адвокатов есть определенные ограничения, как и у юристов, да, то есть они не могут, скажем так, определенные судебные дела, в которых участвуют, скажем, выносить на публику. Вот. Но эксперты, которые участвуют, они имеют определенные возможности, они несут эту ответственность. Вот. То же самое с социологическими опросами. Если бы такой социологический опрос был проведен и представлен суду, он в любом случае должен быть и представлен общественности, понимаете? Вот. Опять же, мы возвращаемся к началу того, что я говорил, о повышении правовой культуры населения. Потому что даже те люди, которые никогда не столкнутся с такими судебными процессами, не будут там в чем-то, их уровень правовой культуры все равно будет повышаться, когда они будут это читать, изучать и узнавать, понимаете? То есть мы не должны рассматривать сам судебный процесс как некую замкнутую систему взаимоотношений только власти, того, кого обвиняют, там, гражданского общества, юристов, да? Это должно быть участие всего общества. Мы граждан всех должны привлекать к этому судебному процессу, пускай не напрямую, но косвенно. Потому что люди, которые никогда не знали, что, оказывается, можно защищаться в суде,
Пожалуйста, вот, доводы приводятся. Почему абсурдные обвинения звучат? Вот, пожалуйста, потому, да? Ведь на официальном уровне и про эти судебные процессы никакой информации практически нет, правильно? Практически нет. Вот. И я думаю, что очень важно эти судебные процессы делать публичными. И сейчас это позволяет уже делать технические возможности, когда там онлайн выставляют эти процессы, вот, чтобы все люди знали, кто есть кто.